Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Печем вкусный дрожжевой пирог без замешивания теста. Я очень часто пеку такие пироги с разными ягодами и фруктами, особенно в сезон свежих ягод, потому что получаются они просто замечательные. И когда мне лень вымешивать дрожжевое тесто, то я делаю именно такой пирог, и все удивляются, насколько же это вкусно. А как это просто и быстро, я вам сейчас покажу. В описании под видео указано количество ингредиентов. В первую очередь развожу сухие активные дрожжи, соединяю их с сахаром и из общего количества молока беру пару столовых ложек, перемешиваю и пока отставляю в сторону. В миску вливаю теплое молоко, сюда вбиваю яйца, все продукты должны быть комнатной температуры, забыла уточнить, тогда тесто замешается хорошо. Всыпаю сахар, ванильный сахар, соль и все перемешиваю венчиком. Теперь частями просеиваю сюда муку. Замешивается тесто венчиком, в этом и прелесть этого пирога. Ввожу примерно половину муки, хорошо перемешиваю, тесто должно получиться как на густые оладьи. Затем добавляю сюда сливочное масло комнатной температуры, оно должно быть очень мягкое, его тоже размешиваю и просеиваю оставшуюся часть муки. Вот примерно такой консистенции должно быть тесто. Оно уже тяжело стекает с венчика, оно еще как бы замешивать руками его было бы рано. Но тесто готово. В последнюю очередь вливаю сюда дрожжи и перемешиваю. Муки может уйти немножко разное количество, потому как она разная, поэтому ориентируйтесь на свои ощущения. Тесто должно быть примерно вот такой консистенции. Накрываю его полотенцем, оставляю на 1 час в теплом месте для расстойки. А в это время приготовлю кондитерскую крошку. Муку соединяю со сливочным маслом, сахаром и ванильным сахаром. И все руками перетираю. Крошка получится очень ароматная, вкусная. Выпекаю в разъемной форме, застилаю ее пергаментом и нужно ее смазать либо сливочным маслом, либо растительным. Духовка к этому времени уже должна быть разогрета на 180 градусов. Вот за час как у меня подошло тесто. Посмотрите, как оно замечательно выглядит. Без всякой мороки, очень быстро, не используя силу. Выливаю теперь все тесто в форму и разравниваю лопаткой. Как я уже сказала, пирог этот можно выпекать абсолютно с любыми ягодами. У меня сегодня свежая клубника. Я ее помыла и слегка вот так вот присыпала кукурузным крахмалом, чтобы она не сильно потекла. Перемешиваю и раскладываю в тесто. Очень вкусно такой пирог с вишней. Когда вот скоро будет вишня, то я обязательно испеку его. Накрываю полотенцем, даю постоять где-то минут 15-20, вот он еще хорошо подошел, и высыпаю сверху всю кондитерскую крошку. Ставлю пирог в горячую духовку и выпекаю его приблизительно 45-50 минут. В моей духовке он испекся полностью за 45 минут. Обязательно проверяйте его на готовность деревянной шпажкой. Духовки разные, пирог достаточно большой, поэтому тоже может разное время вам понадобиться на выпечку. Даю ему немножко остыть, прохожу по краю формы ножом и удаляю ее. Перекладываю пирог на поднос. Очень вкусно подавать его еще в теплом виде, с молоком, с чаем, да и просто так он очень вкусный. Режется просто как пушинка. Посмотрите только, какой он высокий, какой он великолепный в разрезе, мягенький, воздушный, друзья, без каких-то забот, хлопот. Вот такой шикарный пирог получается. С клубникой тоже очень вкусно, но еще раз повторюсь, жду вишню и обязательно буду его выпекать с вишней. Сашеньке моей пирог тоже очень понравился, так что можете доверять эксперту. Надеюсь, видео было полезным. Если так, то подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Делитесь понравившимися с друзьями. Очень жду ваших комментариев. Желаю мира и добра. Всем пока!